Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня по многочисленным просьбам у нас гадание снова на чернилах. И я вам расскажу, что вам по судьбе в ближайшем будущем с помощью нашего любимого способа гадания чернильный рисунок. Я приготовила листочки, я приготовила перья и чернила. И у нас будет с вами 3 камушка, 3 позиции. Первый камушек — это у нас горный хрусталь. Второй камушек — халцедон. И третий камушек — розовый кварц. Вам нужно выбрать один из 3 камушков. И тогда вы посмотрите свою позицию. Также можно смотреть все позиции и подчеркнуть для себя из них что-то свое. И можно также смотреть позицию для себя, а потом, допустим, для любимого человека или близкого человека. И надеюсь, что все выбрали. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А я начинаю с самой первой позиции. Остальные убираю в сторону. Мы с вами уберем наши камушки, наши листочки. Оставим только наш горный хрусталь. Горный хрусталик, да? И один листочек оставим. Итак, всем напоминаю, как действует гадание на чернилах. Мы произвольно на одну половину листа наносим разные линии. Потом мы скрепляем половинки и прокатываем, да, против часовой стрелки. Ну, а потом смотрим наш рисунок и смотрим символы. Итак, берем, открываем сначала красные чернила. Делаем это очень аккуратно. Если вы дома будете тоже делать, старайтесь быть очень аккуратными, потому что чернила не отмываются. Поэтому вот берете перышко и вот так всячески наносите чернила. Любыми линиями, какие только вам взбредут в голову. Можно даже волнистые пробовать линии наносить, да. То есть абсолютно любые. Вот я уже немножечко тут себе эти чернила намазала и на стол. Ну, значит, судьба такая. На ногти, скорее всего, попадет. Вот. Ну, если вы будете предельно аккуратны, то, может быть, вам повезет больше. Теперь берем вторую баночку. Синие чернила, да, синие. И тоже их открываем. Берем второе перышко. И очень быстро, ой-ой-ой, очень быстро наносим еще сверху синие чернила, да, синие. Их можно меньше наносить, больше наносить. Это абсолютно ваше дело. Можно вот волнисто наносить, как вы хотите, да, как вам нравится. Все, намазали как душе угодно. Теперь закручиваем банки, да, и пополам складываем листочек. Вот важный момент. Все, мы сложили, очень важно сложили листочек, вот, со всем осознанием, да, и начинаем кулаком вот так против часовой стрелки проглаживать. Некоторые еще заклинания читают, но я вам потом его расскажу. Сегодня без него. Ну, вообще, я чаще всего без него, конечно, с этим работаю. Но кому будет интересно, потом сделаем еще со специальным заклинанием. Итак, против часовой стрелки. Против часовой стрелки. Вот так промакиваем. Мне пока надо красные чернила тут закрыть, да? Такие чернила. Красивые. Все. Вот, значит, наш листочек. Ваша судьба. Что вам по судьбе в ближайшем будущем. Сейчас будем смотреть наш рисуночек. Ух ты, ух ты, ух ты. Я сразу увидела вот здесь рыбку. Сразу же. Вот она мне бросилась в глаза. Вот, и, может быть, вам покажется, что это не рыбка, а что-то другое, но мне именно рыбка. Вот у нее плавничок, вот глазик, вот ротик, вот второй плавник и хвостик такой вот двойной. Между прочим, рыбка – это значит, что вам по судьбе в скором времени быть богатым человеком. Ну или прибавление в финансах, да, первая позиция. Такой знак говорит всегда о том, что, возможно, в бизнесе, в работе повезет, в делах, или вы встретите богатого человека, который окажет вам содействие. Ну и также, конечно, рыбка бывает говорит к беременности.
То есть выпадает вот так на рисунке, на чернильном, к беременности. Ну, у каждого здесь свои потребности. Кому-то беременность, а кому-то деньги, да, понадобятся в жизни. Ну, вообще рыбка — это очень счастливый знак. Вот она мне вот, я открываю и сразу в глаза, да, бросилась. Ну, значит, у вас какое-то на пороге действительно счастье. Вот здесь почему-то перевернула даже сразу специально. Вижу курочку. Курочку. Вот смотрите, вот прям очертание курочки с гребешочком, с таким небольшим. И знаете, вот у каждого свое отношение к курицам. Курица для меня имеет символ домашнего обихода. Вообще это заботливая мать такая, да, которая со своими цыплятками водится. И я считаю, что курица — семейный знак. То есть, если у вас нет семьи, если у вас в семье какие-то проблемы, с домом проблемы, с житьем, то это вскоре решится, конечно, потому что курочка, она оберегает домашний очаг. Вообще, если вы хотите, чтобы у вас дома было все хорошо, заведите себе статуэтку курочки. Также курочки несут золотые яички, как вы знаете, поэтому, опять же, есть символ в ней всегда достатка. Вот. И деток, да, деток и брака хорошего. Что у нас тут еще есть? Большая стрела. Вот такая большая синяя стрела. Стрела — это символ мужества. Возможно, в скором времени вам придется пообщаться с мужчиной-лидером. И этот лидер, он, возможно, что-то поменяет в вашей жизни, вероятно, что-то поменяет в вашей жизни, сделает большое дело. Большая стрела — большое дело. Вообще стрела — это добиться успеха в каком-то деле, это достичь определенной цели. Прямо в цель попали стрелой, да? То есть стрела, она всегда говорит и о мужской энергии, и о том, что попали точно в цель. Так, смотрим дальше. Если общий фон рисунка смотреть, если вот общее смотреть, я вижу здесь, что ангелы-хранители, их у вас двое, они наблюдают за вами, и они прямо сейчас рядом с вами. Вот вам нужно это помнить, что у человека бывает один, два или даже больше ангелов-хранителей. Вот у вас два. И значит, что вас оберегают от самых главных напастей. Поэтому в скором времени все будет очень даже благополучно в жизни. Давайте просматриваем. Вот здесь я вижу как будто бы прыжок лисицы. Вот смотрите, вот даже ушки, мордочка лисья и лапки. Вот она как будто бы прыгнула. А вы знаете, лиса и символ огня — это очень связано. Вообще у лисы говорят огненный хвост. И многие народы дух лисы считают огненным духом и считают, что у нее много хвостов, как вы знаете. Вот лиса, когда она делает такой прыжок, это значит, что она охотится. Это значит, она свою добычу в норке поймала. Возможно, вы поймаете какую-то мышь в скором времени, и также у вас будет какая-то очень важная добыча. И эта добыча, конечно же, ну, опять же, к достатку, да, и к тому, что, может быть, будет хороший приход, проданный товар хороший, да, вот такая выручка, много клиентов, если вы заняты бизнесом. Так, что еще мы здесь видим? Я здесь вижу руку. Вот смотрите, рука держит какое-то круглое. Вот для меня круглое, как яйцо, это символ Хиранья-Гарбха. Есть целебная фотография Саи-Бабы, Хиранья-Гарбха называется. У меня про нее есть видео на канале. Она исцеляет людей. Это фотография святого Саи-Бабы. И когда я вижу руку, протянутую вот так, держащую яйцо, вот Хиранья-Гарбха — это символ Вселенной, а Вселенная считается в виде яйца, золотого яйца. Вот также это символ лингама в Индии, да, есть такой лингам, символ ну, нашей Вселенной, опять же, да, символ Бога. И вот когда я вижу такую протянутую руку с этим яйцом, это как будто бы для меня Бог протягивает исцеляющий символ Вселенной. И этот символ исполняет любые желания. Поэтому вы можете загадать любое желание. Бог как будто бы вот вас благословил с помощью этого символа, с помощью большого ну, яйца вот этого, да, средоточия вселенской силы. Дальше я вот здесь вижу, вот видите, вот как будто бы как или мышка бежит,
Или вот что-то такое, грызун какой-то маленький. Дорога ему длинная бежать, да. Вот такое чувство, что у вас в семье кто-то куда-то уезжает в скором времени. Будет отъезд чей-то. Ну вот кого-то, ну как дальний для вас родственник. Так, вообще я много здесь вижу бегущих символов, да, это значит от бегущих, отплывающих, значит могут быть какие-то передвижения близких людей, самолеты вижу, вот видите символы самолетов, могут быть ваши перелеты куда-то, вот это тоже символ как какого-то небольшого самолета, да. Дальше смотрим, какие еще символы я здесь увижу. Давайте поглядим. Ну вот это вот символ дамы. Видите, дама? Как будто вот это ее лицо, это прическа. Ну, такая дама из высшего общества. И с другой стороны, эта дама тоже есть. Вам придется пообщаться с женщиной. В скором времени она имеет в обществе влияние. И эта женщина очень модная, очень стильная, очень приятная, скорее всего, богатая. Это значит, что она может вам оказать какое-то содействие или стать вашей хорошей подругой, клиенткой, начальницей, может быть. Для кого как. А для мужчины это может быть дама его сердца. Но она очень богатая, модная и стильная. Ее нужно действительно, если вы вот, ну, будете на ней жениться или жить с ней, содержать. Надо богатые подарки дарить. Здесь я вижу крестик, символ креста. В вашей жизни произойдет что-то небольшое, но судьбоносное, вот что избежать нельзя в скором времени. Рядом как будто бы факелы или метелки, вот у кого как. Если это для вас с факелом ассоциируется вот так вот, если, да, смотреть поднятый факел, значит, будет какая-то замечательная идея, которая вам по судьбе даст большой приход в будущем. Если это для вас метелка, то вам по судьбе вычистить из своей жизни все плохое, наболевшее и негативное. Избавиться от чего-то, то, что вас мучило очень сильно. Так. Что еще у нас тут я вижу? Давайте посмотрим внимательно. Внимательно. Я вот люблю буквы еще, чтобы смотреть буквы. Вот тут как буква П, вот мне кажется, да, как, ну она какая-то как зеркально перевернутая, но буква П. Может быть, человек с именем на букву П или фамилией играть в вашей жизни будет важную роль. А еще это может быть город, в котором вы будете находиться в скором времени. Так, вот здесь буква А, как будто бы, да, вот буква А. Тут тоже буква А может играть важную роль, да, в вашей жизни. На А имя или на А фамилия или город в скором времени. Посетите, может быть, куда-то поедете или живете в таком городе. Что еще здесь у нас? Как будто вот еще что-то должна я увидеть, да? А вот, смотрите, я увидела. Видите, стоит человек, и как будто бы он на стене что-то большое рисует. Вы знаете, этот символ для меня означает, что в вашей жизни может появиться творческая личность, которая, ну, скорее всего, связана с рисованием. Либо вы сами можете в скором времени развивать свой дар, художественный именно, или дизайнерский дар. Это важно для вас или для ваших, ну, для вашего окружения, развить этот дар. А здесь сидит человек, сидит, видите? Возможно, вы пообщаетесь с кем-то, кто кого-то очень сильно ждет, или сами будете ждать кого-то в скором времени. Ну, ждать, значит, к скорой встрече, значит, к вам придет гость или приедет, объявится. Ну, вот такой ответ сегодня дала первая позиция, наше чернильное гадание. А мы идем с вами дальше. Что вам по судьбе в ближайшем будущем? Вторая позиция был халцедон. И давайте тоже возьмем листочек и будем рисовать наш чернильный рисунок. Нарисуем. Нарисуем. Так. Ну, раз я взяла первым перо синим, да, может быть, нам с синего начать. Почему нет? Почему бы не начать с синего хоть раз? Это же интересно.
Будет синий рисунок больше, чем красный. Ну, мы всяких цветов тут добавляем. И синего, и красного, как оно получится, да. Рисуйте линии любого, так сказать, любой формы, да. Любой формы абсолютно. Старайтесь рисовать, как оно вот заблагорассудится вам. Добавляйте туда линии, куда вам нравится. Они все равно не будут похожи на то, что вы изначально, может быть, даже попытаетесь изобразить, оно все равно не будет похоже, понимаете? Теперь берем красное и чертим. Ну, как оно, как придется, чертим. Добавляем красненького. Всячески вот так. Сегодня у меня муж записал, я ему брала у него интервью, чтобы он рассказал вам на канале «Гадания, заговоры, ритуалы» Карина практику избавления от негатива и от разных проблем с помощью свечи. Вот обязательно посмотрите эту практику, она замечательная. Так, вводим против часовой стрелки. Против часовой стрелки вводим. И потом закрою чернила. Хочу, чтобы у вас сразу рисунок проявился, отпечатался здесь. Чтобы чернила всю правду вам про вашу судьбу, ближайшее будущее рассказали. Так, рассказали, чтобы все. А я пока закрою. Сейчас оно там немножко постоит, размажется еще получше. Я закрою чернила. Не дай бог их оставить открытыми. Так, хорошо. Давайте смотреть, что там вторая позиция. Ой, да что-то плохо отпечаталось-то. Может быть, еще поводить надо было. Ну вот, значит, судьба такая, понимаете? Судьба, что они как-то вот не захотели печататься-то, да, эти синие чернила. Ну, давайте смотреть наши символы. Значит, так нужно. Вот я сразу же увидела здесь слона. Видите, как будто бы хобот и такой вот ноги у него такие длинные. Как у этого Сальвадора Дали, да? Ну, слон, хобот прям. А слон — это символ мудрости, символ богатства и процветания, символ бога Ганеша в Индии. Вы знаете, это очень добрый символ, знак для вас, что вы можете встретить какого-то большого, доброго, добродушного, да, человека, который имеет огромные возможности, и он вам в чем-то поможет, окажет содействие. Ведь здесь вижу человечка, который стоит, и у него руки вот так вверх раскинуты, а тут даже еще в руке как что-то, да, держит такое интересное. Такой символ означает в любом случае, что вам чему-то радоваться в скором времени и кому-то что-то показывать. Вот смотрите, тут есть слон, да, символ богатства, прибавления в деньгах. Радостный человечек, который раскинул руки, да. Я считаю, что это прекрасно. Вот может быть так судьба и не зря распорядилась, что пусть даже плохо отпечаталось, зато мы видим такие интересные здесь метаморфозы, да. Такие интересные прям символы, которые очень говорящие, очень видны. Вот мне так нравится этот человечек. Мне кажется, это счастливый человечек. И, возможно, к вам придет скоро гость, которого вы очень ждете. И вы будете очень счастливы появлению этого человека. А может быть, просто вам придут хорошие новости, события в жизни. Вы будете счастливы, вы будете радоваться, вы будете кому-то что-то показывать. Смотри, что у меня произошло хорошее, смотри, вот так вот. Так, что еще? Вот здесь я вижу символ столба, на котором индейцы подвешивают свои ленточки. Вы знаете, такой столб может означать, что, во-первых, есть шаманская традиция, да, в вашем роду. Во-вторых, такой столбик, он может означать, что вы задабриваете духов, понимаете? Что вы хотите их задобрить, и вы в скором времени действительно задобрите, что духов природы задобрите, что духов стихийных, и они будут на вашей стороне. Так, смотрим дальше.
Здесь вижу символы Иисуса распятого на кресте. Не знаю почему, но я его так вижу здесь. Может быть, вам покажется, что нет, но я его вижу. И мое мнение, что, возможно, в вашей жизни скоро произойдет очень необычное событие. Вам явится откровение какое-то от высших сил, от ангелов, от Бога, от Вселенной. Может быть, даже вы увидите во сне какое-то откровение от самого Иисуса, если вы верующие в христианской религии. Так, вот здесь я вижу большую букву «Д». Может быть, у вас с буквой «Д» связано имя любимого человека, или его фамилия, или город, в котором вы будете жить, или будете посещать этот город или страну. Так. Вот здесь я вижу большую собаку. Вот у нее такие тонкие ноги и тонкий хвост, но собачья морда. Собака означает, что рядом с вами будет верный друг. Между прочим, собака и на этой стороне отпечаталась. Вот посмотрите. Верный друг, соратник. А еще, вы знаете, вот бывают такие люди в нашей жизни, редко, но бывают, кто является преданными нам, кто очень нас любит и ходит за нами, как собака по пятам. Вот говорят тогда же, вот так любит, что ходит за тобой, как собака по пятам. Это не в оскорбление этому человеку, это незаменимый человек. Это дорогого стоит такого человека найти в своей жизни. И если вы действительно в скором времени встретите такого человека, или какой-то близкий человек станет вас так любить, я считаю, что вам нужно поблагодарить, конечно, за это вашего человека. Обычно раньше всегда я вот здесь видела как бы в рисунке, если в общем смотреть, брови, глаза, но у вас этого нет. Зато мне кажется, что вот это двойной мост. Видите, у которого вот такие вот, ну как сказать, может быть какие-то конструкции. Что-то с мостом у вас связано будет в скором времени. Может, это город, где большие мосты, или много мостов, или есть огромный мост, через который вы будете переезжать. Ну, по делам, может, поедете куда-то или в путешествие. Еще бывает символ моста – это навести с кем-то мосты. Ну, помириться, например, наладить отношения, улучшить. А еще вот такая дуга – это символ радуги. Вы знаете, иногда в жизни наступает период светлый. И ну, после дождя, после бурь, после грозы, да, наступает момент, когда на небе есть радуга. И я считаю, это прекрасно. Так, а вот здесь символ птицы. Птицы. Смотрите, какая птица. Мне кажется, это хищная птица. Как орел, например. И такая птица, как знак, говорит о победе. О победе и о большой воле, которую вы проявите в скором времени, чтобы победить. Очень интересные у вас символы. Может быть, даже тотемом вашим является, например, орел. Думали ли вы об этом? Расскажите. Тут вот какой-то, как буква какая-то. Если вы не по-русски говорите, посмотрите, может, в вашем алфавите такая какая-то похожа на эту букву есть. Интересно. Как арабская, может, или еще какая индийская, не знаю. Интересная такая, как буква, да? Смотрите. Так, дальше. Вот этот символ мне интересен. Он похож на человеческое сердце. Может быть, кто-то в скором времени предложит вам свое сердце, будет вам в любви признаваться. Переворачиваем. Смотрим, что еще тут можно увидеть. Теперь мне кажется, что здесь танцует балерина. Потому что, смотрите, так ножка, ножка. И так вот руки раскинуты. И тут вот где-то, допустим, если головка ее. Это мое мнение, что, может быть, вы скоро займетесь чем-то таким. Вот знаете, сходите куда-то, да, где показывают балет или танцы. Или сами будете заниматься танцами. Или кто-то из ваших близких будет заниматься. Это так интересно вот здесь чувство, что лампа Аладдина. Смотрите, знаете, вот когда потрешь лампу, да, вот как в фильме, и оттуда начинает уже вырываться вот эта энергия.
И вот здесь шляпа ведьмы, которая полетела. Смотрите, или крышка от этой лампы. Мне кажется, в вашей жизни скоро произойдет событие, которое, вот как, знаете, волшебство. Исполняется ваше желание, и по волшебству исполняется. Вы увидите какую-то, ну, магию, которая воплощается в реальность вашей жизни. Что-то такое, что, ну, является совершенно неординарным для вас. И опять же, да, вот здесь даже вижу, как колпак какой-то. Тут колпак, смотрите. Тут человек как будто какой-то с этим колпаком. Колпак несуразно больше человека. Бежит куда-то. Вот такое чувство, что кто-то к вам прибежит. Шапку по дороге потеряет. Здесь, смотрите, бегущий человек. Вот бегут, бегут люди вокруг вас, бегут. А вот здесь, видите, такая фигура человека, что он как стоит и модничает, как будто бы. Много людей у вас. Вот тут человек, смотрите, вот в танце тоже. Как, может быть, вы на праздник попадете, большое сборище людей, где все, знаете, подпрыгивают, танцуют, вот на сцене, может быть, танцуют. Пойдете куда-то, где на сцене танцуют. Потому что прям видно, что очень много вокруг вас будет людей, и они будут то ли бегать, то ли танцевать, вот знаете, вот что-то подвижное такое исполнять, театр, может быть. Интересно, может, вы какие-то групповые занятия будете в скором времени проводить. Вы знаете, вторая позиция. У вас очень активная жизнь, я это поняла. И общения будет в скором времени очень много, потому что очень много народу на вашем листочке. А мы идем к позиции номер 3. Третья позиция – розовый кварц. Что вам по судьбе в ближайшее время? Давайте смотреть. И достаем наш опять листочек для третьей позиции. Сейчас будем открывать наши баночки и наносить линии. Наносить линии будем. Узнаем все с помощью чернильного рисунка. Итак, начнем с красных чернил. У меня уже все руки, все руки уже красные, синие и всякие. Вот наносим, как оно ляжет, да? Как получится уже, как получится. Как получится. Теперь берем синие чернила и тоже наносим, вот как произвольно оно будет здесь. Как получится тоже, да? Все, теперь складываем пополам. Складываем. Так, немножко неправильно. Ой-ой-ой. Вот. Складываем. И начинаем водить против часовой стрелки. У меня камушек-то тоже зачернилился, смотрите. Ой-ой-ой. Камушек зачернилился. Да, буду я его, видимо, долго отмывать. А может, это будет теперь помеченный камушек из розового кварца. Так. Все. Уже листочек морщится, говорит, не хочу. И больше, чтобы ты меня терла своими большими кулаками. Хватит тебе. И второй закроем. Иначе добра не жди от чернил. Итак, давайте открывать нашу третью позицию. Что же вам по судьбе в ближайшее время? Ух ты! Вот здесь я вижу вазу или что-то растет. Вот из вазы или из горшка. Или, может быть, это луковица, из которой перья растут. Что-то растет. Вот вы знаете, мне бросилось в глаза, что что-то растет. Или что-то как вот живое в вазе.
Я считаю, это очень хороший знак того, что в вашей жизни в скором времени вырастет что-то прекрасное, какое-то добро будет, какое-то счастье. И постарайтесь даже вот взять, я ритуал даже такой показывала у себя на каналах, да, что посадить, может быть, луковицу с каким-то добрым пожеланием или какой-то цветок, растение, да, чтобы взошло, чтобы выросло, и вы получите результат. Можно даже, как вот, когда вы выращиваете на новую луну, можно садить, да, что денежки пусть ваши растут, денежки. Но вот здесь явно кто-то, что-то вот вам такое как бы сделает хорошее, и оно будет расти, вот произрастать. Может, ваш бизнес, ваши идеи, там на новом месте работа хорошая. Так, вот здесь я вижу, для кого-то это будет обезьяна, для кого-то кошка. Вот если вы видите здесь кошку, это значит, что перед вами кто-то будет вертеть хвостом, да, вертихвостка или вертихвост. В скором времени вам будут объясняться в чувствах, в любви, но это не значит, что это действительно те чувства, да. Иногда человек думает, что он испытывает любовь, привязанность, и на самом деле этот человек может ему казаться, да, что он вас любит. Но не верьте сразу, проверьте этого человека, потому что этот человек ветреный, он как кот, гуляет сам по себе, или как кошка. Вот. Однако это очень обаятельный и симпатичный человек. Он может устраивать для вас романтические свидания, строить вам глазки, говорить волшебные слова. Будьте начеку. А вот если это обезьяна, то вы встретите задиристого человека, который часто даже передразнивает, копирует мимику других людей. И, конечно, может больно ранить словами, потому что он забияка. Однако в душе это добрый человек, в принципе. Не сказать, что сильно злой. Очень активный, с ним дружить приятно. Дальше сразу же поворачиваю, сразу вижу. Здесь я вижу, что кто-то что-то делает. Может быть, это сварка, может быть, это какая-то конструкция строится этим человеком. Вот вы что-то будете строить, в скором времени что-то будете строить, или кто-то для вас будет строить, чинить что-то. А вот тут даже второй человек, вы не один будете, не в одного это делать, или не одна, или не один, а вместе с кем-то что-то будете строить. Вот прям ваяют, да, вдвоем ваяют, стараются, тут может даже кто-то третий есть. И, соответственно, может у вас будет дома ремонт, стройка, может вы строить будете дом, участок, да, купите, может быть просто работать будете, связанные со стройкой. Так, интересно, тут работа кипит, а здесь у нас как флаг развивается по ветру, смотрите. Ветер, да, ветер, символ воздуха, стихия воздуха. Это, возможно, такое, что человек с знаком зодиака воздуха будет играть в вашей жизни очень важную роль. А еще по ветру часто новости приносятся. Скорее всего, скоро уже на пороге придет какая-то хорошая новость для вас. Ну, конечно, эта новость будет очень издалека. Вот тут тоже эти люди работают, видите? Но они еще тут не достроили, а тут уже нагородили какое строительство. Так, что еще я здесь увижу? Что еще такого интересного тут есть? Мне вот эта вот фигура кажется очень странной, но я пока не знаю, что это, не придумала еще. Вот тут вижу сердечко. Вот это двое строят, но над одним из них сердечко. Это значит, что вы, скорее всего, будете что-то строить с вашим любимым человеком. Рядом явно с вами будет тот, кто неровно дышит и кто обожает вас. А вот здесь я вижу человека в шляпе, или вот, может, это облако его мыслей, кто рядом с деревом стоит, смотрит на это дерево и думает о чем-то хорошем, на чем-то своем мечтает. Дерево – это символ жизни, это символ крепости здоровья, это символ процветания, символ рода, символ хорошего генетического фонда, генофонда, да, и крепко корнями за землю держитесь. Держите равновесие, несмотря ни на что. Я вижу здесь, что человек смотрит в небо и думает о чем-то. Действительно будете мечтать, будете строить планы на будущее в скором времени. И эти планы действительно могут воплотиться в жизнь. Так. Вот здесь я вижу, кто-то гребет.
как бы плывет по воде, да, как медведь, а на нем сидит более мелкое животное, и переплавляет он его. Мне кажется, вам кто-то будет скоро оказывать очень большую поддержку и помощь. Ну вот бывает такое, появляется в твоей жизни сильный человек и помогает, мол, тянет тебя на себе. Вот мне кажется, кого-то вы такого увидите, да, большого, сильного, кто повезет вас на своей спине, спасать будет от чего-то. Вытягивать из ваших трудностей, из долгов. Здесь вижу птицу или самолет. Если это самолет, вам, возможно, куда-то лететь. А если птица принесет большие новости на хвосте. Вы их, этих новостей, давно ждали. У вас новости прям много, правда, хорошего такого. Вот тут как дым из трубы. А еще синее лицо в профиль и красное лицо в профиль. Двое разговаривают друг с другом. Они разные, у них разный цвет, да? Они абсолютно разные, но они разговаривают друг с другом. Вы поговорите и договоритесь с человеком, который совершенно на вас ни в чем не похож. Вы разные, но вы вместе, вы общаетесь, дружите или взаимодействуете. Здесь у меня даже еще вот такое, что вот строят, которые, да, тут еще как маленький ребенок рядом. Но вообще дети — это символ чистоты, легкости, веселья, ну и самих детей, общения с детьми, новое начало какое-то. Здесь тоже вижу, уже синие друг с другом говорят, а красный между ними. Смотрите, здесь этого нет, а здесь есть, что двое синих, а между ними красный человек. Видите, и все общаются, разговаривают, пытаются договориться о чем-то. Получается, в ваш разговор кто-то попытается вмешаться. Кто-то будет добавлять свое красное словцо. Так, давайте буквы поищем. Буквы тоже интересно. А может быть, это большая буква М? Смотрите, это похоже на М. Вот, может быть, у вас на М кто-то будет в скором времени и играть будет в вашей жизни важную роль. На М может быть имя, фамилия или даже город, где вы будете. Тоже на М может быть. Может, вот так посмотрим. Ну, не знаю, вот тут как символ какой-то странный. Как что-то вот, может что-то едет или как вот, оно какое-то странное. На поезд, может, чуть-чуть похоже, да, вот, или на трамвай. Ну, поезд, вот он же привязан тоже к чему-то, и трамвай также. Кто-то как приедет, может, к вам будет с вами-то разговаривать, когда приедет. Среди общего я вижу вот здесь глаза, видите? Ну, это значит, у вас один ангел-хранитель. Бывает два у человека, бывает несколько, бывает один. У вас один ангел-хранитель. Он за вами постоянно наблюдает. Но, судя по всему, вы часто его расстраиваете нехорошими мыслями о себе. Обвиняете себя в чем-то. Очень часто. А вот здесь буква А, видите? Может быть, какой-то человек еще связанный с буквой А. Имя, фамилия или из города на букву А будет связан с вами и очень важную роль сыграет в вашей жизни. Ну, вот такой ответ по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.